Друзья, всем привет! У нас сегодня выпуск про культурную мегастройку в городе Краснодаре, и такого еще не было. И у меня сразу к вам вопрос, что вам больше всего нравится? Стандартные многоквартирные дома, проекты которых понастроены по всему городу Краснодару, или проекты, в которых вложено огромное количество смыслов? Проект, который сегодня является героем нашего выпуска, в нем постарались, очень хорошо, вложено большое количество сил, вложено огромное количество идей, которое порождает ответственность перед небывалым проектом на юге России. Строительство нового Эрмитажа в городе Краснодаре. Да, вы не ослышались, проект «Эрмитаж» уже реализуется в городе Краснодаре и, как полагается, с очень крутой архитектурой, и, соответственно, наполненной инфраструктурой. Не обошелся проект и без картин, который по оценке аукционного дома «Кристис» города Нью-Йорк составляет 86 миллионов долларов. И если это перевести на наши российские рубли, то это составит почти 8 миллиардов рублей. Интересно? Тогда усаживайтесь поудобнее, подпишитесь на наш YouTube-канал, а мы начинаем. Жилой комплекс «Эрмитаж» с уверенностью можно назвать мегапроектом, хотя в городе Краснодаре есть и проекты с более масштабной площадью застройки. Приставка «мега» характеризует именно наполнение самого проекта, на который не решался еще ни один застройщик в городе Краснодаре. Не буду вас больше томить эпитетами, давайте перейдем к проекту. Официальный старт продаж жилого комплекса «Эрмитаж» запланирован на 13 апреля 2024 года. И наверняка, когда этот ролик выйдет из монтажа, эта дата уже наступит. А территория застройки «Эрмитаж», вот она, за забором, как раз в районе улицы Ближнего Западного обхода, практически на пересечении с улицей Дзержинского. Это очень крутая локация, потому что, если, может, вы как видите, за моей спиной находится проект «Архитектор», рядом с которым находится баскет-холл. И вот эта вся территория, на которой я сейчас нахожусь, она отдается под создание парка достижений, о котором нам обещают, что в скором времени будет его реализация. И этот парк достижений сделает противовес парку Галицкого, и здесь будет большое количество как гостей города, так и его жителей. Но парк достижений еще в проекте, и в скором времени начнется его реализация. Но что точно уже имеется, это территория баскет-холла, где с 2012 года действует Ледовый дворец. И в летнюю жаркую погоду вы можете всей семьей приехать покататься на коньках, посетить концерты российских звезд музыки, которые на этой территории происходят регулярно. Также комплекс водных видов спорта, где вы можете поплавать в одном из 4 плавательных бассейнов, заняться баскетболом в многофункциональном спортивном комплексе «Баскет-холл», а также в комплексе тренировочных залов, который находится за моей спиной, называется он «Чемпион», заняться 9 олимпийскими видами спорта. Согласитесь, круто. Хотите заняться борьбой, тоже не проблема. В конце февраля 2024 года был открыт уникальный объект – дворец самбо. Вот он. И как раз буквально не так давно наш президент Владимир Владимирович Путин посетил его. Спортивный комплекс для самбистов возвели за рекордные 1,5 года. В центре есть все для турниров и для успешной к ним подготовки. Спортивная арена на 4 ковра, разминочные, тренажерные залы. Дворец вмещает 3000 зрителей. С одной стороны, кажется, что это единственное преимущество по данной локации, но нет, далеко нет. Вот это интерактивный музей «Россия. Моя история», где родители и дети в восторге после его посещения. Поэтому гостям города, а также его жителям этот музей обязателен к посещению. Также проводится огромное количество мероприятий в выставочном центре «Экспо Град-Юг», начиная с выставок по идее, виноделию, заканчивая международными показами мод. Также здесь собираются производители и строительной сферы, показывая самые последние тенденции из этой отрасли. Выставки все проходят на очень высоком региональном уровне, так что вам здесь скучать точно не придется. Единственное, что вас может напугать на данный момент, это автомобильные пробки. Пробки – это общегородская проблема Краснодара, в том числе и огромнейшая проблема для остальных районов. Что не скажешь про ближний западный обход, потому что там есть возможность расширения автомобильных дорог, а также прокладки трамвайной линии.
Здесь скоро решат проблему заторов, потому что вот эти районы создавались как раз с учетом того, что ближний западный обход, дорога будет расширена по 2 полосы в каждом направлении, а также будет пущена трамвайная линия. Трамвайная линия будет проложена по проекту «Магистраль», которая будет закольцовывать центр города Краснодара с западным обходом через улицу Красных Партизан и ближний западный обход. До баскет-холла трамвайная линия должна быть проложена до конца 2025 года, а весь проект должен быть реализован до конца 2026 года. Но проблему пробок жилой комплекс «Эрмитаж» особо касаться не будет. Да, у него выезд на ближний западный обход, где часто бывают заторы, но будет сделан еще один выезд на улицу Дзержинского. И вот эта дорога, поворот, которая кажется, что будет уже навсегда и надолго, она уйдет. И здесь будет создано огромнейшее кольцо с широкими проспектами и с выездом на улицу Дзержинского. Тем самым, как у жилого комплекса «Эрмитаж», жилого комплекса «Архитектор», будет 2 возможности выезда в центр города и в любую точку, а не только через ближний западный обход. А что здесь по магазинам? Здесь их от мала до велика огромное количество. Хотите себе красный, хотите себе зеленый. Если хотите в большем ассортименте, то это торговый центр «Красная площадь». Так что с покупками и магазинами здесь у вас точно не будет проблем. Друзья, ну вот так вот сейчас выглядит территория самого жилого комплекса «Эрмитаж». В той части идет строительство, началось строительство первого квартала. И там сейчас идет расчистка грунта, установка площадок под краны, которые будут поднимать, таскать. И вся территория застройки составляет 1,5 гектаров. Всего будет 6 жилых домов, которые формируют 4 квартала. Будут зоны отдыха, бульвары, скверы, 1 поликлиника, детский сад и 3 наземных 6-этажных паркинга. Но вот где-то здесь будет находиться детский сад, который фактически у вас будет во дворе вашего дома. Также рядом будет находиться поликлиника с детским садом. Ну а школа в 10 минутах от жилого комплекса «Эрмитаж». И таких историй, когда ваш ребенок добирается часами с пересадками до своего учебного заведения, здесь точно не будет. Все жилые дома формируют между собой 4 квартала, ну и, соответственно, 4 дома. И они имеют каждый свое название. Дом номер 1 – это дом Малевича, состоящий из 2 секций, и в нем находится 12 подъездов. Дом номер 2 – это дом Кандинского, состоящий из 1 дома и всего 4 подъездов. Согласитесь, класс. Дом номер 3 – это дом Ольги Розановой, состоящий также из 1 дома, но там уже 8 подъездов. И дом номер 4 – это дом Эли Лисицкого, состоящий уже из 2 секций и 11 подъездов. Все эти 4 квартала и социальные объекты будут соединяться между собой очень крутыми бульварами и скверами, которые тоже имеют название по названию домов. Почему эти дома и скверы имеют название, расскажу чуть позже. Внимательно следите за повествованием, это очень интересно. Где же будут реализованы картины и в чем смысл символьного названия «Эрмитаж»? В российском понимании «Эрмитаж» – это главный музейный комплекс в Санкт-Петербурге. Наверняка вы в нем бывали много раз. Я лично был в нем более 30 раз. По одной простой причине, потому что моя тетя и сестра являются докторами исторических наук и работают консультантами-искусствоведами в Эрмитаже. Я был в таких запасниках, которые крайне редко выставляются на экспозицию. Второе значение слова «Эрмитаж» в переводе от французского «место уединения». И эти 2 значения слова идеально ложатся в концепцию жилого комплекса «Эрмитаж» в городе Краснодаре. Во-первых, в культурном квартале «Эрмитаж» представлены картины таких художников-авангардистов, как Малевич, Кандинский, Лисицкий, Розанова и Татлин. И все эти картины представлены не в виде полотен на стенах, а в виде концепции благоустройства дворового пространства, скверов, бульваров. И у каждого квартала представлен свой художник-авангардист. В квартале дома номер 1 будут реализованы картины Казимира Малевича. Многие сейчас услышали эту фамилию и подумали, что где-то здесь будет черный квадрат. Но нет, очень много картин у Казимира Малевича намного интереснее, и они по цене намного выше. Так вот, самая дорогая картина будет реализована во внутридворовом пространстве дома номер 1, вот, которая будет находиться здесь. И эта картина «Супрематизм-1». А вот напротив дома будет находиться сквер. Ну вот где-то вот в этой части будет этот сквер носить тоже название Малевича, и в ней будет реализована картина «Красный крест на черном круге».
Квартал дома номер 2 посвящен известному художнику-абстракционисту Василию Кандинскому. В основу благоустройства двора легла картина-композиция, а напротив этого квартала на площади Кандинского отображена картина «Квадраты с концентрическими кругами». Квартал дома номер 3 как раз посвящен художнику-авангардисту Ольге Розановой, во внутридворовом пространстве которого и будет реализована ее работа, коллаж, которая называется «Беспредметная композиция». А вот напротив этого дома, по бульвару авангардистов, который где-то здесь и будет происходить, будет реализована еще одна работа, которая называется «Зеленая полоса». И вы, как уже начали понимать, что кварталы имеют название художников, а в рамках этого квартала входит жилой дом, ну и, соответственно, еще сквер, бульвар, либо площадь. В завершении жилых кварталов в доме номер 4 в основу концепции внутридворового пространства легла картина известного художника и архитектора Эля Лисицкого под названием «Геометрическая абстракция». А вот напротив дома будет как раз площадь Лисицкого, в основу которого лег эскиз, и его будет выполнять через создание малых архитектурных форм. При этом этот дом, вот чисто для меня, мне кажется, он наиболее будет интересен, потому что здесь открывается потрясающий вид на город. Здесь буквально, мне кажется, в 5-10 минутах уже Красная площадь. И вот здесь рядом как раз и будет проходить парк достижений. И получается, этот дом будет самым примыкающим к этому парку достижений. Но есть еще один квартал номер 2, который мне наиболее понравился по количеству своих квартир на этаже. Посмотрите эти планировки. Эти все планировочки вы можете посмотреть на нашем сайте компании Ассоциация застройщиков. Ссылка будет находиться в описании. И вся информация там обновляется ежедневно. И все для вас бесплатно, без регистрации и дополнительных условий. Эти картины будут выглядеть физически, ведь это главный концепт жилого комплекса. Можно было бы отобразить эти картины на поверхности, но это было бы скучно, неинтересно. Нужен некий вызов, восхищение, некий творческий подход, и архитектор проекта это сделал. Все произведения во внутридворовом пространстве выполнены через малые архитектурные формы, зоны озеленения, ландшафтный дизайн, детские и спортивные игровые площадки, зоны отдыха, и все эти элементы расставлены таким образом, что если на них смотреть сверху, то мы увидим картину. Это как раз будет доступно для жителей жилого комплекса «Эрмитаж», когда они каждый день будут смотреть из окон своей квартиры на эту территорию. Согласитесь, круто. Это второй плюс для инвестирования в этот жилой комплекс, потому что еще ни одна строительная компания не выполняла ничего подобного. Жилой комплекс как полотно произведения искусства. И тут возникает вопрос, а кто теперь художник? На реализацию пространства используются не только малые архитектурные формы, но и огромное количество природных насаждений. Это не простые кустарники и туи, а большой спектр лиственных деревьев, более 7 видов, плодовых деревьев, более 8 видов. Это как яблони, различные сорта сливы, вишни, боярышника. И представьте, когда это все начнет цвести, это будет просто потрясающе. Архитектура домов сильно отличается от привычного нашему глазу. С одной стороны, это сдержанный стиль, но современный и очень впечатляющий, где проглядывается неоклассицизм с проработанными линиями и скругленными формами, что очень важно для архитектуры. Витражное и французское остекление как элемент дизайна, а не просто ляпы, чтобы было. А фасады домов выполнены из огромного количества цветов и оттенков, которые идеально комплементируют друг с другом. И тут нет окрашенной штукатурки, а идеально подобранный композитный вентилируемый фасад в сочетании с натуральным камнем травертин. А что такое камень травертин и где он используется? Если вспоминать, какие дома из него были построены, то самый популярный – это Колизей в Риме. В советское время были построены сталинские высотки, а также здания правительства Москвы. Но и в регионах тоже строили из этого камня, точнее облицовывали здания этим камнем. Вот как на примере администрации города Краснодара. Но потом перестали этот камень применять из-за высокой его стоимости. Во всем жилом комплексе будет 1895 квартир. И для такого проекта это крайне низкая цифра, потому что все познается в сравнении. Давайте возьмем точно такой же проект с таким же количеством домов, таким же количеством подъездов, и мы с вами получим цифру в 11 тысяч квартир. Как вам сравнение, а?
1895 квартир получилось в жилом комплексе «Эрмитаж» за счет попеременной этажности от 9 до 18 этажей. Причем жилые этажи начинаются со второго строительного, а по первому этажу будет располагаться коммерция. Это бутики, салоны, рестораны и парковка. Да, паркинг здесь не будет подземный, как мы привыкли, а он будет располагаться по первому этажу. Причем, внимание, на этажах от 2 до 6 квартир на этаже. Где вы такое видели? В основном мы привыкли к тому, что на этажах по 18 квартир, а здесь от 2 до 6. И поверьте мне, здесь будут проживать те, кто сделали осознанно свой выбор. И маргиналов здесь вряд ли увидишь. Территория жилого комплекса, как вы уже, наверное, поняли, что будет в шикарном озеленении, с зонами отдыха, с детскими площадками, на котором будет мальдивский песок. Да-да, вы не ослышались, здесь будет мальдивский песок на детских игровых площадках. А также будут спортивные беговые дорожки и велосипедные дорожки с зонами хранения и парковки. В этом проекте будет впервые использована скамейка с интерактивными функциями и различными графическими возможностями в стиле пиксель-арт. И вся эта территория будет под постоянной охраной. Круглосуточное видеонаблюдение, которое будет поступать также к вам на экраны смартфона, для того, чтобы контролировать своих близких, где находятся ваши дети, ну и пожилые родители. Под защитой будет и паркинг под домом, на котором вы будете не только хранить свой автомобиль, но и сможете его подзарядить, подкачать колеса на пит-стоп-станции, а также пропылесосить салон своего автомобиля. Количество парковочных мест здесь будет предостаточно, потому что жилой комплекс строится с коэффициентом 0,75. А что это означает? То есть на одну квартиру приходится 0,75 машиноместа. Напомню, всего в жилом комплексе 1895 квартир. А это означает, что количество парковочных мест будет 1421 машиноместо. Спуститься в паркинг, а также подняться на квартиру вы сможете с помощью лифта. Если даже у вас заняты руки, то вы с помощью голосового помощника лифта словами можете дать команду, и лифт вас поднимет на нужный этаж. К тому же вы можете еще узнать прогноз погоды в лифте и последние новости мира. Попасть в жилой комплекс будет не так просто, если вы, конечно, не житель этого дома, так как вход будет осуществляться по Face ID, а входные двери будут автоматически перед вами открываться. Дизайн в местах общего пользования, начиная с парадных, выполнен в современной стильной классике, бежевых тонах, подчеркивая статусность дома и характеризует уровень жителей этого дома. В каждом подъезде на втором этаже создаются отдельные комнаты, в которых будут сделаны соседские центры, где можно провести время со своими друзьями или провести переговоры с партнерами. Также будут созданы игровые комнаты для малышей, игровая комната и комнаты с игровыми приставками и настольными играми, комната с проектором, которая будет являться домашним кинотеатром, библиотека для работы и отдыха, а также workspace для более деловых встреч. Все квартиры выполняются при чистовой отделке, а это будет выполнена стяжка пола, оштукатуренные стены, полная разводка электрики по квартире, на каждую комнату по 4 розетки, это согласно ГОСТ. Также будет выполнен кабель оптоволоконный интернета, ну и, соответственно, разводка системы отопления по квартире в стяжке пола, потому что дома с коллекторной системой отопления, а это означает, что в коридорах будут установлены счетчики, по которым вы будете оплачивать коммунальные платежи, то, что и будет также создавать некую экономию. Все-таки это будет намного дешевле. Высота этажа типового 2,87 с учетом стяжки. По всем этажам устанавливается французское остекление увеличенного формата 1,8 метра. А вот уже верхние этажи, так называемая резиденция, там высота этажа будет 4,22 метра. И также с французским остеклением, с помощью которого будут у вас потрясающие виды на город. Площадь квартир начинается от 24 квадратных метров до 149. Как видите, спектр квартир по площадям здесь очень большой. По планировочным решениям здесь представлены студии однокомнатные, 2-, 3-, 4- и 5-комнатные квартиры. Было крайне сложно найти в Краснодаре нормальную 4-комнатную квартиру, а до сегодняшнего дня было вообще невозможно найти 5-комнатные квартиры. Планировочные решения здесь очень крутые, которые включают в себя гардеробные 2,
3 санузла в одной квартире, крутые кабинеты с французским остеклением. И всю эту информацию вы можете получить на сайте компании Ассоциация застройщиков без каких-либо регистраций и условий. Все в открытом доступе. Покупка квартиры с помощью компании Ассоциация застройщиков – это в первую очередь отсутствие риэлторских комиссий, гарантия единой цены застройщикам, безопасность сделки, а также быстрое и бесплатное одобрение ипотеки на самых выгодных условиях по банкам. Все-таки мы уже не зря 9 лет на рынке недвижимости, опыт у нас колоссальный. Ссылка на сайт будет находиться в описании под этим видео, а телефон на экране. Момент стоимость квартир в жилом комплексе Эрмитаж составляет от 4,8 миллионов рублей до 15,8 миллионов рублей, а стоимость квадратного метра начинается со 130 тысяч рублей. Но это только на данный момент, на этапе котлована и на старте продаж. Это цены по жилому дому номер 1, жилому дому Малевича. И ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2025 года. Ну и, конечно же, цены будут только расти по мере возведения дома, ну и, соответственно, распроданности этих квартир. И наверняка тогда, когда этот ролик выйдет уже из монтажа, цены могут поменяться. И, соответственно, то, что я вам сейчас сказал, но может уже быть недействительно. А где смотреть все цены? На нашем сайте компании Ассоциация застройщиков. Все эти цены, остатки, планировки обновляются ежедневно. Ссылка будет в описании под этим видео. Хотите классный жилой комплекс по доступной цене в своей категории? Действовать нужно прямо сейчас, а то будете вспоминать поговорку «знал бы прикуп, жил бы в Сочи». И для того, чтобы правильно сделать выбор, в любом случае нужно сравнивать между квартирами, этажами, подъездами, да и даже между проектами жилых комплексов. В этом вам помогут наши менеджеры компании Ассоциации застройщиков как в онлайн-показе, так и в личной встрече, потому что это необходимо. Также обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, потому что вы на нем увидите больше видеообзоров по городу Краснодару, а также объектам Краснодарского края. Это важно. И подпишитесь на наш телеграм-канал. QR-код находится на экране, потому что там находятся все свежие новости рынка недвижимости по способам приобретения. Да даже объекты, которые идут со скидкой, возможно, даже по жилому комплексу Эрмитаж. Время покажет. Ну а я с вами буду прощаться. Меня зовут Шаглин Сергей, компания Ассоциация застройщиков. Всем пока.